Всем привет! Закрылся ПТР на WoW классе, где игроков призвали помочь в тестировании нового контента. На ПТР был доступен анкераж на 20 игроков, на 40, к сожалению, был закрыт. А нам сообщили, что АКУ-40 мы увидим только на релизе. Изначально было открыто только два сервера, PvE и PvP, где PvE-шный сервер почему-то был более популярный, чем PvP-шный. Я наблюдал там значительное скопление игроков, много рейдов, причем рейды проходили интернациональными составами, можно было видеть, что в рейдах игроки с Америки, Германии, даже с Китая. Были организованы гильдейские группы, но больше всего, конечно, привлек внимание финальный стресс-тест, посвященный открытию анкеража, который я не захотел пропускать. Цель стресс-теста была проверить работоспособность оборудования под большой нагрузкой. Если вы не знали, то первый ивент, проходивший еще на той старой классике, для многих был неожиданностью. Я как-то рассказывал о том, что в команде Blizzard в то время была некоторая разобщенность. Геймдизайнеры вводили в игру какие-то новинки, а технарям приходилось все расхлебывать по факту. Так было и с ивентом открытия врат. Никто их не подготовил к тому, что в одной локации соберется весь сервер. Весь. Всем хотелось посмотреть на события, поэтому в Селитус тянулись даже лоу-левелы. Один работник из технической поддержки рассказывал: открытие врат для нас было неожиданностью. Почему-то никто не посоветовался с нами, когда решил собрать весь сервер в одной точке, и нам приходилось решать проблемы по факту. Игроков небольших уровней, которые тоже пришли посмотреть, мы портовали вручную Селитусу, чтобы снизить нагрузку. Но справедливости ради надо заметить, что в те времена онлайны были не такие большие. По современным меркам даже совсем маленькие. Сервер планировался на среднюю нагрузку примерно в 2000 игроков. А сегодня перед разработчиками стоит та же задача, но уже с более продвинутыми технологиями. Как сообщили Близы в своем недавнем посте, для чего они хотят провести стресс-тест. Мы хотим, чтобы игровой мир настолько заполнился игроками, что некоторым участникам тестирования пришлось бы ждать в очереди. Это даст нам возможность понять, необходимы ли какие изменения на максимальную емкость игровых миров. Мы собираемся проверить, как будут работать наши системы при большом скоплении игроков в Селитусе. На время открытия анкеража мы значительно оптимизируем некоторые элементы игрового процесса, и вы наверняка заметите изменения. Чтобы в Селитус смогли попасть как можно больше игроков, нам придется частично пожертвовать скоростью обработки положительных и отрицательных эффектов, перемещения игроков, заклинаний и обмена данных между клиентом и сервером. Некоторые из ожидаемых нами моментов, связанных с производительностью, предположительно возникнут из-за того, что аппаратное обеспечение участников тестирования будет различаться. Игровой процесс игрока со слабым компьютером будет не таким, как у игрока с мощным компьютером. Конечно же, производительность будет нестабильной, хотя за последние годы оборудование, программное обеспечение и способы обработки данных серьезно совершенствовались. Скопление игроков в одном месте будет неизбежно создавать нагрузку на сервера, увеличивающуюся в геометрической прогрессии, а не линейно. Не забывайте, что, как и в оригинальной версии World of Warcraft, игроков может внезапно телепортировать из Селитуса, как и в 2006 году. Мы считаем такой вариант предпочтительнее, чем внезапное прекращение работы клиента. На самом деле, лично меня никуда не портовал, меня просто выкидывало из игры, как и многих других игроков. Хотя, может, эта часть тестирования не относилась к вышесказанному. И последнее. Сегодня в особо популярных игровых мирах действует система слоев, и мы рассчитываем, что во время событий в анкераже у игрового клиента будет такая же производительность, как и в подобных мирах. Как бы там ни было, наши меры по оптимизации Селитуса нацелены на поддержание производительности без необходимого ввода новых слоев, и мы не собираемся добавлять их на время открытия анкеража. То есть, из того, что было сказано, ясно, что на серверах, на которых слоев нет, новые слои добавляться не будут, и все, кто есть на сервере, примут участие в ивенте все вместе. А на серверах с уже имеющимися слоями, таких, например, как Пламигор, количество слоев не изменится. Первое, что я увидел, зайдя в Селитус, это дичайшие лаги. Сначала они были незначительны, но постепенно нарастали. О том, чтобы что-то прокастовать или участвовать в каком-то PvP, даже речи быть не могло. Альянс с Ордой разошлись по кемпам и стояли каждый по своим углам. По моим ощущениям, Орды было больше. Они сразу оккупировали гонг и никого к нему не подпускали. В кемпе Альянса поставили вендора с необходимой химией и предполагаемой нужной экипировкой, типа даггера с эффектом заморозки. Были даже пробойники из Гномеригана, позаботились, так сказать, о наших лохматых друзьях. Фласки, эликсиры, все можно было приобрести, но из-за дичайших лагов очень сложно было затариваться.
Я выбрал то, что мне нужно, а потом минут 5 ждал, пока это все купится. Возможно, проблемы были и от того, что я находился в европейском регионе, а тестовый сервер на Америке, поэтому пинг был от 180. От жадности я набрал аж 10 титанок. Немного позднее начался ивент. Ворота открылись, из них начали выходить анубисаты. У кого получилось, смогли их бить, я же, как и многие другие, просто не мог ничего делать, поскольку, по моим ощущениям, задержка была минуты в 2-3. Я вот, кстати, сразу вспомнил открытие Зульгуруба, где народ вот так же стоял и не мог понять, живой ты, мертвый, смог ты переместиться или нет. Гейммастер постоянно общался с игроками в чате, сообщал, что все хорошо, тест идет нормально, они собирают много полезной инфы, все в таком духе, типа «Спасибо вам за помощь, вы классные». Шуточками, прибауточками. Чаще всего я видел сообщение о том, что хватит выпрашивать у ГМа Thunder Fury, они у него кончились. Переместившись в Кинарион Холд, я увидел, что много игроков просто зависло на полетках. Люди прилетели в Селитус и не могли просто сойти с Виверны, которые в большом количестве скопились на флайпоинте. Причем я обратил внимание, что и Орда, и Альянс принимались на всех спотах, без разделения по фракциям. Возможно, это была особенность стресс-теста. Кто-то прикатил в город здоровенного жука, босса Колосса Регала, если не ошибаюсь. Эти боссы спавнились по одному в каждом улье и, по моим ощущениям, очень жесткие. Одно откидывание примерно ярдов на 100 и при падении снимало по 7000 хп. Если вы не танк и у вас не полное здоровье, то это гарантированная смерть. Одного мы пытались убить, но из-за лагов это было проблематично. Постепенно лагов становилось все меньше и меньше, и под конец стало вполне играбельным. Мне даже показалось, что мои лаги были исключительно только из-за высокого пинга, поскольку, я уже говорил, тестовый сервер находится на Америке. Плюс еще клиент мне сообщил, что мои аддоны очень тормозят игру и порекомендовал мне их отрубить, что я, собственно, и сделал. Хотя какие у меня были аддоны? Details, KTM, остальное что-то там незначительно, Atlas и переодевалка. Уже можно было спокойно танковать анубисатов, убивать их, чем все с удовольствием занимались. Под самый конец ГМ сообщил, что ивент переходит в завершающую стадию, и теперь он перемещается к самим воротам, куда выдвигаются основные силы сопротивления. Теперь мы уже били гвардов под прикрытием NPC, которые давали ауры с положительными эффектами. Мне, например, уже не надо было надеяться на хилов, на мне была хорошая хилящая аура, которая просто не давала мне упасть. Я благополучно потанчил несколько мобов. Но, как говорится, недолго дудочка играла. Лидер ивента сообщил, что на сегодня хорош, вы все красавчики, спасибо за помощь, и в благодарность нам наспавнил кучу всякой жести. Против нас вышли драконы Кошмара, лорд Казак, примерно с десяток баронов Ревендеров. Под аурой NPC это еще было ничего, народ каким-то чудом выживал. Окей, сказал ГМ и наспавнил нам еще чуток магмадаров, которые всей толпой напали на меня. Но хитрый ГМ знал, чтобы убить одного варгула 5 магмадаров мало, поэтому им на помощь пришел Гар и Аниксия, с которой я напоследок сразился. Но в этом бою я вышел непобежденным, поскольку сервер отрубился и на этом приключения закончились. Поэтому между мной и Аниксией объявляется боевая ничья. Хотя вы же понимаете, какой исход боя должен был произойти. Вот как-то так. Исходя из увиденного, можно резюмировать, что Blizzard готовы к дичайшим лагам, которые будут сопровождать ивент по открытию врат Анкеража, что у них есть необходимые мощности, чтобы обеспечить стабильную работу сервера, и общее впечатление от событий не должны быть испорчены, на что я очень надеюсь. Такое событие происходит один раз в жизни. Точнее уже второй, но, наверное, последний, и облажаться они не должны. А мы ждем официальный анонс старта 5-й фазы, которая, по моим соображениям, должна наступить вот-вот. ПТР закрыт, а значит идет подготовка к лайву. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные события в мире World of Warcraft, и удачи, не болейте.